Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Ученые иногда называют животных, как им взбредет в голову, потому что наш сегодняшний гость, земляной волк, явно находится в недоумении от того, что он волк, хотя на самом деле это гиена подотряда кошкообразных, самый маленький вид в своем семействе гиеновых. Почему он волк, мы так и не поняли. А вот земляной, он из-за своей привычки обитать в норах. Земляной волк размером со среднюю собаку. Невзирая на внешнее сходство с полосатой гиеной, размеры земляного волка позволяют легко отличить его от последней. Земляной волк вдвое мельче настоящих гиен. Длина его тела всего 55-95 сантиметров, а длина хвоста 20-30 сантиметров. Высота в плечах 45-50. Взрослые особи весят от 8 до 14 килограмм в зависимости от сезонной доступности пищи. Полового диморфизма в размерах не наблюдается, то есть самочки такие же, как и самцы. Другим отличием от гиен является наличие у земляного волка 5, а не 4 пальцев на передних лапах. Обитает земляная гиена-кошка в Южной и Восточной Африке, селится в саваннах и полупустынях. Что же сразу приходит в голову? Что этот волчара просто мелкий падальщик, ловит мышек, птичек и завидует своим родственникам в силе и размере. Но нет, земляные волки ушли в полнейший релакс и забили на пристрастие всех своих родственничков и стали есть термитов. Обратите внимание, что их длинный язык уже более напоминает язык муравьеда или трубкозуба. Эта мелкая гиена выходит на свое грязное дело ночью. Обычно она ищет подходящий термитник и съедает его жителей. В отличие от трубкозуба, земляной волк лишен когтей экскаваторов, а потому ему приходится довольствоваться лишь теми видами термитов, что очень активны ночью на поверхности своего мегаполиса. У земляного волка очень липкая слюна, так что просто облизывая термитник всю ночь, он съедает пару сотен тысяч насекомых. Термиты составляют 90% диеты волка. Кто бы мог подумать? Также они изредка едят яйца птиц и мелкую живность. Но есть интересная штука. Любой адекватный плотоядный саванны был бы счастлив найти чей-нибудь труп. Но земляной волк и тут умудрился выпендриться. Найдя гниющую тушку, его абсолютно не интересует мясо. Животинка будет искать в нем опарыши и всякие мерзопакостные личинки. Держатся земляные волки поодиночке, хотя после совершеннолетия обычно живут моногамными семейными парами. Они, несмотря на свои вкусовые предпочтения, довольно агрессивно защищают от вторжения свои кормовые территории, размеры которых в зависимости от доступности пищи варьируются от 1 до 4 километров. Как правило, на каждой кормовой территории находится около 3000 термитников, по 55 тысяч насекомых в каждом. Границы своего огорода волки метят по периметру. Внутри участков, возле логов и уборных также ставят пахучие метки. Территорию метят как самцы, так и самочки. Жилплощадь волки обычно отжимают у трубкозуба или дикобраза и реже копают сами. Тоталитарного матриархата, как у гиен, у них нет. Обычная семья, дети, любовь и нора в ипотеку. После акта любви земляная волчиха беременеет и примерно 90 дней вынашивает 2-4 котенка. Детеныши на протяжении 3-4 недель остаются в логове, которые, кстати, регулярно меняются, примерно раз в месяц.
Воспитанием спиногрызов занимаются оба родителя. На протяжении 3 месяцев самец охраняет территорию от хищников и порядка 6 часов сторожит логово по ночам, пока самка разоряет термитники. В неволе продолжительность жизни земляных волков 13-15 лет. В природе точно неизвестно, предположительно около 10 лет. Основными врагами земляных волков являются шакалы, которые убивают как детенышей, так и взрослых особей, другие гиены, львы и леопарды. Кстати, ролики обо всех них есть на канале. А вот человек в этом плане, как ни странно, особо не отличился. Местные жители давно уяснили, что земляному волку нужны только насекомые, так что стреляют их редко, да и то только ради шкуры. В общем, вымирание виду не грозит, и это прекрасно. А как вы думаете, почему насекомоядную гиену назвали волком? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!